Представьте, бескрайняя пустыня, над руинами древнего мира медленно растет башня, устремленная к облакам. Люди трудятся, их голоса сливаются в единый гул. Они хотят достичь небес. Но знаете, что самое странное? Эта башня строится прямо сейчас, в ваших руках, в вашем смартфоне, в каждом вашем посте, твите, сообщении. Почему человечество раз за разом строит свои вавилонские башни? И почему они рушатся? Сегодня мы раскроем философию этой древней истории и поймем, почему она о нас. Давайте вернемся в начало. После Великого потопа люди решили объединиться. Их план был дерзким – построить башню до самого Бога. «Сделаем себе имя», – говорили они. Один язык, одна цель, один народ. Камень за камнем, этаж за этажом. Башня росла, и вместе с ней росла их гордыня. Мы непобедимы, мы достигнем небес. Но Бог, увидев их высокомерие, смешал их языки. За секунду вчерашние братья превратились в чужаков. Представьте этот момент. Вы поворачиваетесь к товарищу с чертежом и говорите: «Подай кирпич», а он смотрит на вас, как на безумца. Ваши слова стали для него бессмысленным шумом. Строительство замерло. Люди разошлись по миру, унося с собой свои новые языки и обиды. А теперь самое интересное. Почему башня рухнула? Люди перестали слышать друг друга. Но разве мы не строим ту же башню сегодня? Вспомните последний спор в соцсетях. Вы что-то объясняли, приводили аргументы, а в ответ получали что? Стену непонимания. Не потому, что оппонент глупый, а потому, что вы говорите на разных языках. Либерал и консерватор, верующий и атеист, поколение Z и бумеры. Мы кричим друг на друга через пропасть непонимания, каждый в своем информационном пузыре. Соцсети стали современной Вавилонской башней. Мы пытались создать глобальную площадку для диалога, а получили войну мнений. Почему? Потому что забыли главное. Вавилоняне хотели быть как боги. Их единство было построено не на любви, а на гордыне. Мы лучше, мы докажем всем. Узнаете? Каждая империя, каждая корпорация, каждое движение начинается с благих намерений. Одни обещали соединить человечество, другие – организовать всю информацию мира. Но что происходит, когда единство строится на превосходстве? Башня трещит, потому что гордыня – это фундамент из песка. Остановитесь на секунду, подумайте о своих убеждениях. Сколько из них построено на том, что вы правы, а другие не правы? И все же, Вавилонская башня – это не трагедия, это освобождение. Когда языки разделились, люди не исчезли, они создали нечто прекрасное, разнообразие культуры, искусства, философии, которых не было бы без этого проклятия. Истинное единство не в одинаковости, а в гармонии различий, как в оркестре. Флейта не пытается звучать как барабан. Каждый инструмент уникален, но вместе они создают симфонию. Вавилон учит, чтобы строить вместе, нужно принять, что мы разные, и это не ошибка, это преимущество человечества. Давайте посмотрим на Вавилон глазами мудрецов. Марк Авелий сказал бы: «Строй свою душу, а не башни из камня». Величие
в добродетели, не в высоте стен. Будда добавил бы: желание возвыситься над другим, корень страдания, смирение и осознанность – путь к миру. А Сократ? Он улыбнулся бы: единственное, что я знаю, это то, что ничего не знаю. Как можно строить башню до небес, не зная даже себя? Эти слова звучали 1000 лет назад, но разве мы их услышали? А теперь правда, которая может вас шокировать. Мы живем в эпоху величайшего Вавилона в истории. В интернете 5 миллиардов людей, говорящих одновременно. Мы создали башню из байтов, мечтая соединить человечество. И что получили? Фейковые новости, поляризацию, ненависть, алгоритмы, которые разделяют нас на племена. Каждая платформа – отдельный этаж нашей цифровой башни, и все они говорят на разных языках. Но знаете что? У нас есть выбор. Каждый день вы делаете выбор. Каждый пост, каждый комментарий, каждый разговор – это кирпичик. Какую башню вы строите? Башню гордыни, где ваше мнение единственное и правильное? Или башню понимания, где вы готовы услышать того, кто думает иначе? Попробуйте эксперимент прямо сейчас. Найдите человека, с которым вы кардинально не согласны, и вместо того, чтобы доказывать свою правоту, скажите: помоги мне понять твою точку зрения. Вавилон не был наказанием, это был урок. Истинное единство рождается не из единообразия, а из уважения к различиям, не из желания быть выше других, а из готовности быть рядом. Современный мир строит башни до небес, небоскребы, технологии, империи, но самая важная архитектура – это мосты. Мосты между сердцами, между умами, между мирами. Давайте строить не вверх, а навстречу друг другу. История продолжается, башня строится. Вопрос только в том, кем вы хотите быть – строителем стен или строителем мостов. Спасибо, что были с нами. Поделитесь этим выпуском с тем, с кем вы не согласны. Это тоже будет мостом. До встречи в следующем видео.